Представьте место холоднее любого ледника на Земле. Место, где температура падает почти до минус 270 градусов по Цельсию. Это настолько холодно, что почти достигает абсолютного нуля, самой низкой температуры, возможной во Вселенной. Но самое странное в том, что это место находится рядом с биллиардами звезд, гигантских раскаленных шаров, которые излучают невероятное количество энергии. И одна из таких звезд находится совсем рядом с нами — наше Солнце. Температура на его поверхности примерно 5500 градусов, а в центре Солнца температура достигает 15 миллионов градусов. Это настолько горячо, что там постоянно происходят термоядерные реакции. Солнце буквально превращает водород в гелий и каждую секунду выбрасывает в космос колоссальное количество энергии. И именно благодаря этой энергии на Земле существует жизнь. Но вот где появляется настоящий парадокс. Если вокруг столько тепла, почему космос остается холодным? Почему пространство между звездами не нагревается? Почему рядом с гигантскими источниками энергии температура падает почти до абсолютного нуля? Ответ на этот вопрос связан с тем, как вообще распространяется тепло во Вселенной. И здесь начинается самая интересная часть. На Земле мы привыкли к одной простой вещи. Если рядом есть источник тепла, все вокруг начинает нагреваться. Например, костер. Стоит вам подойти ближе, и вы сразу чувствуете тепло. Но если вы отойдете на несколько метров, тепло станет слабее. А если уйти еще дальше, вы почти перестанете его чувствовать. Но даже тогда воздух вокруг костра остается немного теплым. Почему? Потому что тепло распространяется через воздух. А теперь представьте, что воздуха нет. Совсем. Это и есть космос. Почти идеальная пустота. И именно здесь кроется главный секрет. Тепло может распространяться тремя способами. Первый способ называется теплопроводность. Это когда тепло передается через прямой контакт. Например, если вы берете в руку горячую кружку. Молекулы в кружке двигаются быстрее и передают энергию молекулам вашей руки. Поэтому вы чувствуете тепло. Но в космосе почти нет молекул. Передавать тепло просто некому. Второй способ называется конвекция. Это движение теплого газа или жидкости. Например, когда батарея нагревает комнату. Теплый воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается вниз, и возникает циркуляция воздуха. Именно благодаря этому тепло распространяется по всей комнате. Но в космосе нет воздуха, нет жидкости, нет газа в привычном смысле. А значит, конвекция тоже невозможна. И остается только третий способ передачи тепла – излучение. Это когда энергия распространяется в виде электромагнитных волн. Именно так тепло от Солнца достигает Земли. Свет проходит через пустоту космоса и нагревает поверхность нашей планеты. Но здесь есть одна важная деталь. Излучение нагревает только те объекты, на которые попадает. Все остальное пространство остается холодным. Представьте, что вы стоите на Солнце в холодный зимний день. Солнечные лучи согревают ваше лицо, но стоит вам сделать шаг в тень, и становится холоднее. Это происходит потому, что энергия Солнца перестает попадать на ваше тело. В космосе происходит нечто похожее. Объекты, освещенные Солнцем, могут сильно нагреваться, но пространство вокруг них остается холодным. И вот здесь начинается еще одна странная вещь. Например, Международная космическая станция. С одной стороны, температура ее поверхности может достигать примерно плюс 120 градусов, а с другой стороны, температура может падать до минус 150. Одновременно, на одной и той же станции. На Земле такое почти невозможно, потому что воздух быстро выравнивает температуру. Но в космосе этого не происходит. Каждая поверхность нагревается или охлаждается почти самостоятельно. Именно поэтому космические аппараты покрывают специальными материалами, которые отражают или излучают тепло. Иначе техника просто перегрелась бы или замерзла. Но самый интересный вопрос возникает тогда, когда речь заходит о человеке. Что произойдет, если человек окажется в космосе без скафандра?
Многие думают, что он мгновенно замерзнет, но на самом деле все происходит немного иначе. В космосе человек теряет тепло намного медленнее, чем в холодной воде или на морозе. Это связано с тем, что вокруг нет среды, которая могла бы быстро забрать тепло. На Земле холодный воздух или вода активно отнимают энергию у тела. В космосе такого механизма почти нет. Тепло уходит только через излучение, а это относительно медленный процесс. Но это не делает космос безопасным, совсем наоборот. Если человек окажется под прямыми солнечными лучами, его тело начнет нагреваться, потому что энергия Солнца продолжает поступать, а охлаждаться становится трудно. И именно поэтому космические скафандры имеют сложные системы охлаждения. Внутри них циркулирует специальная жидкость, которая отводит тепло от тела астронавта. Без этих систем человек мог бы перегреться, даже в холодной пустоте космоса. Это звучит странно, но в космосе можно одновременно перегреться и замерзнуть. Все зависит от того, где вы находитесь и освещает ли вас Солнце. Но есть еще одна причина, почему космос такой холодный. Она связана с историей самой Вселенной. После Большого взрыва Вселенная была невероятно горячей. Температура была настолько высокой, что не могли существовать даже атомы. Но со временем Вселенная начала остывать, и по мере расширения она постепенно остывала. Этот процесс продолжается до сих пор. Сегодня космос заполнен очень слабым излучением. Его называют реликтовым излучением. Это своего рода эхо рождения Вселенной. Температура этого излучения примерно минус 270 градусов, и именно оно определяет среднюю температуру космического пространства. Получается, что космос холодный не только из-за вакуума, но и потому, что сама Вселенная постепенно остывала миллиарды лет. Когда вы смотрите на ночное небо, вы смотрите в огромный холодный океан космоса, где расстояния между звездами измеряются световыми годами, где тепло почти не распространяется и где температура близка к абсолютному нулю. Но при этом внутри этой холодной пустоты горят миллиарды звезд. Каждая из них – гигантская термоядерная печь. Каждая из них излучает невероятное количество энергии. И именно благодаря одной из них существует жизнь на нашей планете – нашему Солнцу. Если бы Солнце исчезло, температура на Земле начала бы быстро падать. Через несколько дней планета стала бы и ледяной. Через несколько месяцев океаны начали бы замерзать, а через несколько лет Земля превратилась бы в холодный мир, дрейфующий в космосе. Иногда кажется, что космос — это просто пустота. Но на самом деле это огромная и удивительная система, где действуют законы физики, которые сильно отличаются от того, к чему мы привыкли на Земле. И чем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше понимаем, насколько она странная и невероятная. Кстати, напишите в комментариях, знали ли вы раньше, почему космос такой холодный? И как вы думаете, смог бы человек продержаться в космосе без скафандра хотя бы несколько минут? Очень интересно почитать ваши версии. А если вам нравятся такие видео про космос, тайны Вселенной и удивительные научные факты, обязательно поставьте лайк. Это действительно помогает ролику продвигаться. И если вы хотите узнавать еще больше невероятных фактов о черных дырах, галактиках и загадках космоса, обязательно подпишитесь на канал. Потому что впереди нас ждет еще много удивительных историй о том, как устроена наша Вселенная. И поверьте, самые странные ее тайны мы только начинаем открывать.